Йоу, всем привет! Я недавно поиграл впервые в D&D и хочу поделиться с вами своими впечатлениями. До этого я много времени провел в таких играх, как Baldur's Gate 3 и Solasta, поэтому правила подземелья и драконов мне отчасти известны. Но если вдруг кто из вас вообще не в курсе, о чем идет речь, то постараюсь вкратце объяснить суть. На ваших глазах игра BG3. Воин бьет робота мечом, вы видите это так. Но вот чего вы не видите. Когда воин замахивается мечом, за ширмой происходит следующее вычисление. Бросается 20-гранник на попадание. 17. К нему прибавляются модификаторы попадания и умения, в сумме плюс 4. А также модификатор силы, в нашем случае плюс 5. 26 на попадание. Теперь сравниваем полученное значение с классом брони робота. А он равен 19. Наше значение выше. Отлично. Есть пробитие. Теперь вычисляем урон. В зависимости от оружия используются разные кубики. У нас двуручный меч с характеристикой плюс 1. Кидаем 2 шестигранника. 5 плюс 6, 11. Добавляем упомянутую единичку и плюс 5 от модификатора силы. Получается 17 урона. Но у робота Бернарда сопротивление к рубящему урону. Поэтому делим наш результат надвое. И у него еще какая-то тема есть, которая дополнительную единичку урона отнимает. В итоге он получает 7 единиц урона. Все эти замечательные вычисления диктуются системой правил настольной ролевой игры Dungeons and Dragons. Собственно, все происходящее в BG3 работает на этой системе. Следовательно, такой же опыт можно получить, сохранив систему, но поменяв верхний слой, следовательно, выкинув видеоигру и поменяв ее на встречу с друзьями в реальной жизни. Собственно, так мы и собрались. Мы заказали игру в клубе «Башня», и мастер создал для нас приключения на один вечер. Также он попросил создать персонажей 3-го уровня. Я создал себе персонажа по имени Вильгельм, я был полуэльфом, бардом коллегии знаний, у меня была рапира, я играл на лире, а также использовал ее для натяжения стрел вместо лука. Происхождением я выбрал вариант Haunted One, преследуемый. Я также решил немножко пофлексить и сказал, мол, это происхождение, если что, из книги Van Richten's Guide to Ravenloft. Никто не оценил, но неважно. Я пытался отыгрывать персонажа тревожного, параноидального. Его опасения я пытался скрашивать мистическим флером. Я хотел, чтобы изначально выходки моего героя казались раздражительными, нелепыми, но чтобы в конце сыграли значимую и благую роль. Хотя это, увы, не имело значительного развития в ходе сюжета. Также при мне были паладин-эльф, которому я был верным оруженосцем, Табакси-следопыт, которая изничтожала своими 2 клинками всех вокруг, полурослик Плут, который провел большую часть игры в скрытности, и великолепнейший монах, у которого была лишь сила его рук. Больше у него ничего не было. Ну, в смысле, он вовсе забыл вписать в лист персонажа какие-то вещи, поэтому начал игру в обнаженном виде. Благо, в городе к этому все отнеслись с пониманием. Мы прибыли в город в телеге и первым же делом отправились в таверну. Пока ребята пытались найти общение, я решил сразу же отыграть кондицию своего персонажа, начал утверждать, что слышу определенные голоса и побежал на 2-й этаж стучаться в первую попавшуюся дверь. В целом мастер забавно придумал, и дверь мне открыл сразу такой огромный амбал, недовольный, которому я начал жаловаться на то, что его комната является источником неких нечистых сил. Мне удалось пройти проверку убеждения, и он меня впустил. Но когда я обнаружил лежащую рядом обнаженную даму, мне стало все очевидно, и я начал указывать ему, мол, вот же оно, корень всех бед на земле. Это разозлило амбал, и он меня просто вышвырнул из комнаты. Тут-то подоспел мой товарищ паладин, который решил мне помочь. Он взял меня в руки и выбил мою дверь. Он выбросил 20-ку, поэтому он легко разнес в дверь в щепки, да еще и амбала оглушил. Он сразу же скастовал Divine Sense, божественное видение, как он, чтобы увидеть те зловещие темные силы, о которых я говорил, но вокруг, увы, ничего не оказалось. К этому моменту на 2-й этаж подоспели остальные ребята, а за ними последовала и стража, которая упекла нас всех в темницу. Из плюсов мы смогли украсть из-под кровати платье, и наш монах стал хоть немного покрыт. Чтобы выбросить помилование, наш паладин начал расспрашивать охранника темницы о наличии каких-либо недугов и обещал исцелить его, если тот согласится нас выпустить. И тот посетовал на геморрой. Это, пожалуй, самое уникальное использование Lay of Hands у паладина, которое можно только представить. Это способность наложения рук, короче, лечащая. Ну, мастер тут не без чувства юмора составил. Когда охранник наклонился, тут же эту нелепую сцену увидел подошедший делегат, который пришел с вестью о том, что король готов нас помиловать, если мы согласимся помочь. На караваны, идущие в город, нападает дивный зверь, и король ищет группу искателей приключений, которые могли бы не просто избавиться от зверя, но и принести в целом и невредимом виде его шкуру. Зверем этим был Совамед,
медведь с головой совы, да. Пожалуй, опущу ненужные детали. Мы отправились в лес, нашли пещеру, а там мы нашли этого зверя, но в окаменелом виде. В окружении маленьких и забавных драконолюдов, кобальдов. Мой персонаж знал драконий язык, я уже думал, у меня получится наладить с ними коммуникацию. Я хотел их как-нибудь впечатлить, зачитать им поэму о том, как прекрасны эти существа или что-то типа того. Но как не удалось это обыграть, не знаю, может, нужно было больше усилий вложить, какую-нибудь более творческую речь придумать. Ну или просто мастер хотел, чтобы мы с этими существами сражались, поэтому как-то отсеивал эти варианты. Так что кобальды не поведали нам, как обернуть окаменелость Совомеда. Хотя на этот счет у меня были сильные предположения. Ну, знаете, я играл в Baldur's Gate 3, и там в Underdark'е можно найти было масло Василиска, и оно позволяло окаменелышей возвращать в обычную форму. Это как дроу в Underdark'е, так и дворфа в подвале у ведьмы, между прочим. Ну, я этим знанием пофлексил, и опять никто не оценил, но неважно. Ну, значит, думали, где достать это масло, да. Ну, так как с кобальдами диалог не пошел, они секрет этот не раскрыли, камень я не дам. Мы просто пошли зачищать пещеру, там иногда натыкались на сражения с кобальдами, там всякие ловушки наступали, разделялись, как в Скуби-Ду, ну и все такое. Из интересного, помню, я смог достать магической рукой светящийся меч, который мы увидели глубоко под водой. А еще было прикольно, когда я на паладина повешал бардовское вдохновение, и он смог критануть по крокодилу, нанеся урон еще и божественной кары, и в итоге у него на шпаге оказался готовый шашлык. Потом мы дошли до лагеря кобальдов в глубине пещеры. Ну, не церемонясь, мы начали брать заложников женщин и детей, чтобы украсть какие-то два яйца, которые лежали посреди лагеря. Одно мы опознали, это было яйцо Совомеда, а второе, как позже выяснилось, принадлежало Василиску. Когда мы уходили, мы встретили финальное сопротивление, были сильные воины-кобальды, некий кобальд-король-чародей и главный кобальд-чемпион верхом на Василиске, собственно. Это был довольно сложный файт, ребята часто падали ранеными, приходилось их поднимать. В один момент сражения я был вообще единственным на поле, и у меня была одна единица здоровья. Это был очень грамотный баланс сложности, который создавал угрозы, но при этом у нас всегда получалось победить, это было здорово. Вот, вообще хотелось бы сразу прокомментировать боевку. Я опасался, что этот аспект будет унылым, но вовсе не так. Вычисления, которые я показал в начале ролика, в действительности проходят очень быстро, при этом в этом есть определенный азарт. Бросок на попадание, бросок на урон, все. Вот какое же чувство, когда все-таки попал, или наоборот, такая азартная фрустрация, когда не попал. Ну, знаете, когда играешь в какой-то экшен, там типа Counter-Strike, какие яркие эмоции, когда резко кого-то там убил, пау-пау. К удивлению, менее динамичные пошаговые игры способны вызвать такое же чувство. Очень приятно заряжать фаербол в толпу врагов в Baldur's Gate. Но и сидя над бумажным полем и выбирая область, по которой я ударю громовой волной второго уровня, чтобы нанести до потенциальных 24 единиц урона, я испытывал такое же чувство вовлеченности. В момент броска кубиков окружающее пространство затуманивалось, и я был очень сконцентрирован на полученном результате. Это состояние, быть может, даже более удовлетворительное, чем то, что происходит при наблюдении игры на мониторе. Но здесь происходящее кажется, что ли, чуть более реальным и влиятельным. Тут точно нельзя будет перезагрузиться и попробовать заново. А самое прекрасное в этом всем — это то, как это развлечение сближает людей. Во-первых, вам предоставлена свобода уделять внимание тому, что нравится именно вам. Допустим, одному не очень интересно увлекаться изучением механик игры. Пожалуйста, можно взять простой класс типа воина и просто управляться одной лишь простой атакой. А себя можно посвятить социальной части, уверенному отыгрышу своего персонажа. А кому-то, быть может, людям более скромным, хотя не обязательно, может быть интересно максимально глубоко разобраться в игровой системе, изучить все тонкости представленных в игре способностей, можно выбрать какого волшебника и удивлять всех необычными способами пользования тем или иным заклинанием. И все это происходит за одним столом. С помощью игровых механик люди разного темперамента, характера в действительности ведут друг с другом диалог. Диалог на понятном унифицированном языке. Ролевая игра, в первую очередь, это именно способ приятно провести время в хорошей компании. После 4,5 часов игры, задумавшись о том, чем я занимался все это время, я пришел к простому ответу. Я просто сидел и общался с друзьями. Как-то так. Мне кажется, что настольные ролевые игры — это прекрасное увлечение, опробовать которое я настоятельно рекомендую каждому. Это очень интересная и обширная тема. В следующих видео я бы хотел рассказать о том, как такие игры, как Baldur's Gate, наследуют основные принципы настольных ролевых игр, и поделиться своими рассуждениями о играх как о сфере искусства. Спасибо за просмотр и до новых встреч!
Не, ну в итоге мы там всех победили, собрали кровь Василиска, пошли в начало пещеры, где вот это окаменелось, поспали там и начали думать, что делать. Мы начали лить на Савамеда кровь Василиска, мы лили ему сначала на глаза, пока глаза разморозились, а остальное тело еще не стало подвижным, мы начали шпагами ковыряться у него в глазах, чтобы убить его, вот. В итоге у нас получилось к моменту его обморожения убить его, не повредив шкуру. Мы сняли шкуру и потащили это все в город. Там мы зачли квест, мы смогли продать яйцо Василиска за 1000 золота, а яйцо Савамеда мы оставили себе. Ну и на этом моменте мы пошли по домам.